Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Что ждет? Неожиданности и сюрпризы. Недели с 14 по 20 октября. Вообще у нас весь месяц октябрь такой достаточно турбулентно может быть или для вас, для многих из нас, будем говорить, за счет большой ретроградности, и тем не менее. Вот какая-то путаница есть. И звезды нам теоретически, планетарно обещают, что в ноябре может быть как раз больше понимания или больше ясности. Мои дорогие, ретроградный Нептун к этому времени, как раз к ноябрю, для вас прояснит какую-то обстановку, и окончательно вам, может быть, будет легче сделать какой-то выбор. Но еще где-то в октябре вот эта самая путаница, она может вас захватывать, как поступить, например, вот такие вопросы, причем по самым разным направлениям. Может быть и по личной жизни, может быть и то, что касается ваших амбиций. Вот давайте узнаем. У нас сегодня 3 колоды. У нас есть карты пасьянса, цыганского, старинного, маленькие карточки с их рандомным, неожиданным значением. Они больше показывают событийный ряд. И есть у нас 2 колоды Таро, поддержки патронажа ангелов и оракул ангелов. Спроси совета у ангелов, спросим в конце расклада и достанем карту. Итак, сначала вот именно неожиданности и сюрпризы. Давайте узнаем. Будем, конечно, реалистами, поскольку любой наш расклад о всех тонкостях, нюансах вашей жизни не расскажет. Но рассмотреть как альтернативный вариант определенно стоит. Каждый из нас может допустить вот этот альтернативный вариант развития событий и задать себе вопрос, как я буду поступать или что я буду делать. Итак, неожиданности и сюрпризы для рыб и рыбок, моих любимых. С 14 по 20. Что же у вас может быть как неожиданность или сюрприз? И вот буквально выпадает молния. Это какое-то известие или информация. Может быть, у кого-то и готовность документа, или сама по себе какая-либо новость. Давайте раскроем дальше. Возможно, нам покажут, чего это касается или к чему все идет. Интересно, пока не вижу совпадений. Показали нам молнию. И дальше. А дальше интересно, спокойное течение жизни. Может быть и правда будет какая-то пауза, когда вы будете обдумывать, как поступить. Или в каком-то деле сложится, может быть, такая неопределенность, когда быстро принять решение или разобраться с каким-то вопросом не так быстро получится или не так просто будет. Ну хорошо, какой же все же итог? Но вот смотрите, вам выпадает маска. Маска — это у нас скрытый враг. То есть это тот, кого вы можете не видеть. Поэтому уж точно, когда это выпадает, это кто-то за вами может попросту наблюдать. Поэтому не рискуйте собой. Меньше о себе рассказывайте, это точно. Но где-то лучше отойти словно в тень или иметь как минимум полшага, возможность как бы полшага отступить для маневра. И пока никому не объявлять, может быть, о своих намерениях, о своих целях, не говорить кому-то однозначно нет или однозначно да. Но посмотрите, у вас выпадает дом или семейный очаг, или место вашего жительства, то место, куда мы приходим отдыхать, где мы себя чувствуем в безопасности, то вот там как раз прочный союз. Значит, есть человек, который вам готов прийти на помощь или который вас готов поддерживать в разных житейских ситуациях
И при этом где-то я могу предположить, что те дела, которые касаются непосредственно вашего жилища или вашей семьи, ваших родственников, ваших любимых, все и всех тех, кто за вас, мои дорогие, вот там как раз спокойное течение жизни или надежная гавань, где вы можете прийти как и отдохнуть, так и, может быть, и обсудить что-то из разряда того, что у вас происходит в другой какой-то социальной жизни, в другой сфере. Смотрю, что у вас еще совпало, и вот и не вижу. Как-то так. Ладно, буду смотреть в процессе. Но давайте дополним картами Таро. И Таро больше как раз о наших ощущениях или могут нам раскрыть эту ситуацию. Чего касается, может быть, новость. Или пояснят, откуда ждать подвоха, если мы говорим «маска выпала». И мы зададим с вами первый вопрос. Что вам придется, мои дорогие рыбы и рыбки, адаптировать или организовывать в эту неделю с 14 по 20? Королева мечей. Будьте внимательны. Королева мечей, и здесь проходит, знаете, как в некотором роде наши достижения, потому что буквально там как блеск, сверкание, но это как с позиции звезда, это какие-то наши устремления, это наши желания, мои дорогие. И когда вы компетентны по тому или иному вопросу, по этой карте проходят очень продуманные действия, безусловно, когда все направлено, чтобы себе не навредить. Может быть, у кого-то, так отчасти, есть такие темы в вашей жизни, когда вам могут что-то предложить или было предложено ранее. И перед тем, как согласиться на что-то, тут нужно просчитать или узнать, как в отношении вас работает закон. Может быть, для кого-то из вас конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, и какие-то контакты. Может быть, и это, мои дорогие мужчины, именно женщина, девушка, или имеющая там асцендент в одном из этих знаков, или буквально солнечный знак тоже принадлежит к одному из трех. Ну, значит, тогда какие-то взаимоотношения. По этой карте это статусная достаточно карта. И это могут быть какие-то открывшиеся возможности перед вами. Но когда, опять же, нужно что-то продумать. Здесь рационализм, логика. Здесь нельзя действовать опрометчиво. Давайте достанем еще одну карту. Вот посмотрите, у вас сильная позиция. Это для всех одинаково. Но если мы говорим о мужчинах, может быть такая интересная женщина, которая вас словно притягивает, девушка, которая не просто вам интересна, а вам хочется с ней познакомиться поближе. Или вам хочется попросту с ней дружить. Есть какое-то лицо, с которым хочется продолжать контакты. Или думает человек как-то, не совсем так, как вы. И этим он вас может тоже заинтересовать. Мои дорогие девочки, все-таки карта сила – это в первую очередь и женская сила. Поэтому вы будете где-то тоже привлекательны для противоположного пола. Но решение вы должны принимать сами. У вас должны быть, знаете, как держать глаза открытыми. Не соскользнуть на эмоции. Вот все же есть какая-то конкретика или есть какие-то упрямые факты. И больше основываться на них. По карте сила проходит мужество. По карте сила есть такой момент, что все же больше энергии дипломатии, когда нам приходится с кем-то договариваться. Прекрасная дева договорилась буквально со львом. Лев – это прообраз нашего эго. Поэтому, где-то не время для таких, знаете, ярких заявлений или для однозначных таких решений, как вызов какой-то. Вот нет, это точно. Здесь все же сохранять самих себя. И вот эту самую силу, если мы спросили, что придется адаптировать и организовывать самих себя. Может быть, это будет касаться отношений, или у кого-то это сфера ваших достижений. Пусть выпадает королева, меня смотрят мужчины, но иногда ведь это может именно о ваших каких-то очень взвешенных выводах и последующих действиях, когда буквально вы выверяете каждый шаг, когда вам, возможно, придется с кем-то договориться. И это не монолог. Здесь предпочтителен диалог.
Но в то же время, когда вы не все рассказываете о себе, вот это точно, когда вы себя сохраняете. Выбор Его Величества, и нам снова говорят, что да, есть определенная путаница, но вот какой-то однозначный выбор вам предстоит делать. Может быть, это где-то к концу недели или постепенно как-то ситуация разбирается, какие-то новости добавляются, кстати, и вы будете видеть какую-то картину более ясно. Но если не на 100%, что-то у нас может до ноября, еще и в ноябре иметь продолжение, но, по крайней мере, ясности в чем-то шаг за шагом становится больше. У вас сильная позиция, старший аркан силы. И по бокам, посмотрите, мечевые карты, это как раз отчасти это молния. И значит, будьте внимательны к информации, если вы что-то слышите, даже если на данный период времени, когда вы услышали что-либо, вы не знаете, как это с этим поступить или к чему это применить, но вот эту мысль не нужно прогонять. Для чего-то она к вам пришла. Проанализируйте, потому что все-таки, ну, где-то интеллект, безусловно, проходит в первую очередь по королеве мечей. И здесь беспристрастно, как и оценить внешние какие-то события, ваши внутренние устремления. И, может быть, и правда более правильно сделать выбор. Помните о пространстве для маневра. Вы всегда должны иметь вот эти возможность отступить полшага назад и для себя детализированно что-то продумать. Не может быть как будто оплошности. И даже если вы, допустим, не знаете наверняка, соглашаться или отказаться, возьмите нейтралитет. Вот это будет тогда предпочтительный исход какого-то дела или какой-то ситуации. Не должно быть как чего-то компрометирующего, не должно быть каких-то, знаете, с вашей стороны сложностей, когда вы преждевременно на что-то согласились, а потом сами себя поставили в какую-то зависимую ситуацию. И точно так же, если вы отказались и не успели что-то додумать, проанализировать. Здесь вот очень или более чем слаженные действия и, ну, такие, знаете, слушайте свою интуицию. У вас она работает очень хорошо. И именно по карте Форса, сила, извините, ведь энергетика как у мага. И нам говорят, что маг, нет ничего невозможного. Но вот как-то правильно, ведь это отчасти манипулятор. Значит, как-то правильно, возможно, и манипулировать придется. Или иметь дело с совершенно разными людьми. Или вы пока можете не видеть настоящие мотивы у конкретного человека. Вам могут транслировать одно, а где-то иметь свой совершенно план другой, и вам никто об этом не расскажет. И есть вот один человек, на которого вы можете положиться. Или, может быть, один, двое, то есть вот ну, какой-то узкий круг людей. А обстановка вокруг вас, посмотрите, она или будет меняться каким-то образом, или она будет напоминать, как все застопорилось. Здесь у каждого по-разному. Хорошо, давайте мы спросим, в чем ваша сила? В чем ваша сила на неделю с 14 по 20 октября? Ваши сильные стороны, ваша сильная позиция, в чем будет выражаться? Карта любящего человека. Может быть, это вы будете кому-то из близких помогать. Или решать какой-то определенный вопрос, к примеру, который касается документов или каких-то важных согласований. Может быть, вы будете даже какую-то юридическую искать информацию для того, чтобы, ну, какое-то сделать дело с максимальной продуктивностью, понимаете, чтобы не было каких-то ошибок. Но, по крайней мере, договориться, это правда, это карта не только любящего, но еще чувствительного человека, сострадающего. Это еще и альтруизм где-то проходит. Вот в этом ваша сила. Может быть, кто-то к вам обратится за помощью, мои дорогие. Кто-то, я могу предположить, будет вам плакаться в жилетку, правда? Вы умеете выслушать людей. Вы умеете прочувствовать собеседника. И знаете, я вот вам скажу, для тех из вас, кто, может быть, прежде задумывался, вам была интересна именно такая наука, скажем, как психология, или, может быть, та психология, которая не сама по себе в теории где-то, а именно на практике. Вы, к примеру,
И даже где-то звезды это советуют сделать, отправиться, к примеру, на курсы или получить второе образование, потому что именно ваш знак зодиака, мои дорогие, в психологии может достичь очень значимых высот, как будто там может прийти и популярность, и деньги. Работай, у тебя все получится. В чем ваша сила? Видимо, работоспособность будет на должном уровне. И здесь мы буквально выполняем что-то четко по инструкциям, что-то детализируем, с каким-то вопросом разбираемся в мелочах, и в этом ваша сильная позиция. Нам уже показан профессионал, но еще и возможность увеличить свой профессионализм или достичь той популярности, когда вы будете признаны как эксперт или специалист в каком-то своем вопросе. Правда, тут можно получить как и признание, так и уважение именно за счет вот этих двух энергий. Первое– это где-то отчасти альтруизм или сопереживание и конкретные действия. Ну, конкретные действия не имеется в виду как обязательная помощь кому-то. Нет, это больше касается именно ваших достижений, вашего труда. Но нам показан, по сути дела, сильный человек, который и умеет сопереживать, но умеет еще и зарабатывать деньги. Вот это вам как-то совместить, возможно, и придется. Или какие-то свои перспективы. Может быть, это у кого-то по части учебы. Ну, значит, там по учебе какие-то могут быть вполне новые направления, по которым вы как раз раскроетесь как личность. Кто знает, держите руку на пульсе. Вот здесь каким-то образом вот это ваша чувствительность, ваша интуиция точно помогает укрепить как и позиции, так и вашу собственную силу. Ну и где-то в последующем заработать деньги. Что ждет на работе? Давайте вот, или в учебе. Очень символично карта звезда. Безусловно, карта вдохновения. Карта не просто возможностей, а когда мы получаем от этих возможностей уже результат. Благополучие, процветание. Безусловно, это надежда, вера. Это тоже очень важно. И карта говорит, если ты в себя веришь, у тебя получится что-то осуществить удивительное. Это как ваша миссия, если вы хотите. Ведь по аркану звезда это та перспектива, которая на лет на 10-20. Это то, что может на этой неделе только вырисовываться. Или быть как эскиз, какой-то своеобразный набросок к вашим будущим достижениям и к новому качеству жизни. Для кого-то из вас это вопросы переезда. Может быть, или релокация офиса, или какие-то перемещения, может быть, связанные с учебой, или вашей работой, когда кто-то из вас захочет работать удаленно, или учиться, может быть, где-то удаленно тоже, или когда работать из любой точки мира. Может быть, вы прежде ходили в офис, а теперь вы захотите работать на дому, или наоборот. Но по этой карте нам говорят, повторюсь, нет ничего невозможного. Но имеет значение ваши именно какие-то высокие идеалы и высокие устремления. Вот это оказывает влияние как и на ваши планы на будущее, а они именно теперь актуальны. Пусть даже как будто ничего не происходит, но кто знает, приходит какое-то известие. Ведь это известие может быть, к примеру, мои дорогие, когда вы что-то узнаете от конкретного человека, чего он добился или как он строил свою карьеру. И значит, даже вот чей-то рассказ вас может вдохновить на великие свершения. Посмотрите, какие позитивные карты. Да, выбор делать придется, не так просто, но как будто сразу тогда, как закон кармы начинает работать, и перед вами эти самые перспективы будут открываться. Если мы сами какую-то мечту свою не забудем, мы ее будем хранить и будем словно видеть тот момент, каждый момент нашей жизни и где-то адаптировать или спрашивать у себя самого, самой, как мне вот этот пункт моей жизни может помочь осуществить когда как раз мое желание, мечту. Поверьте, вот возможности будут появляться с каждым шагом все больше. Или вы будете более чувствительно видеть уже что-то более определенное. Давайте спросим, что же ждет на работе. Мне нечего добавить. Благополучие, изобилие, процветание, успех.
когда мы никуда не торопимся, не суетимся. Ну, попутно нам где-то говорят и о деньгах. Деньги как будто должны быть на этой неделе. Вы чем-то должны остаться, мои дорогие, довольны на этой неделе по части работы. Поэтому, кто ищет работу, есть возможности найти работу. Причем вполне вероятно рассмотрите все варианты, потому что тут может быть как раз совершенно альтернативный. Тот, который приходит вот как-то внезапно или у вас появляется. Вы можете задумываться, вот эта карта выбора, а я совершенно сырой как будто в этой области или прежде не занимался, то тогда все равно рассмотреть нужно. Для вас важно не отказаться, а рассмотреть и плюсы, и минусы. И, может быть, как раз чем-то вдохновиться. Тут может быть какой-то по работе судьбоносный момент. Или пусть у кого-то по учебе, у кого-то что-то подобное может проиграться с документами. Поэтому держите руку на пульсе. Что ждет в личной жизни? На неделе с 14 по 20. Что в личной жизни? Девятка жезлов. По девятке жезлов мы где-то себя ограничиваем, строим вот этот вот забор невидимый, может быть, из 9 жезлов, когда все дела, которые мы будем осуществлять, условно можно поделить на две части. Я действую, когда мне что-то угрожают, и я действую, чтобы не упустить возможность. Все, как будто третьего не дано. Есть такое. И это, видимо, совершенно необходимый путь для того, чтобы себя на чем-то сконцентрировать. По этой карте нам еще и говорят, все же ангел как будто за спиной у девушки стоит, и девушка довольна чем-то. Значит, есть какая-то возможность, и для чего нам говорят так вот немножко, может быть, и не торопиться с чем-то, чтобы как раз мы не поспешили кому-то сказать «да, возможно». А перед вами именно в контексте этой недели вдруг появляется что-то новое. Или мы сказали кому-то «нет», а недостаточно хорошо продумали свою стратегию, тактику или какое-то, как возможное продолжение этого вопроса, или это по работе. Вот здесь очень выверенные действия идут. Всегда ведь по девятке жезлов, ну или огня, как в этой карте, если вы помните классические колоды Таро, изображен обычно воин с перевязанной головой. То есть он уже где-то прежде набил шишек, поэтому не повторить какие-то прежние ошибки. Безусловно, об этом карта нам напоминает. И не торопиться с выводами своими, и не торопиться где-то с суждениями. Давайте откроем еще одну карту. Не очень понятно, прямо скажем. Не совсем информативно. Ну, может быть, вот такое самосохранение. Раз, когда вот в двух направлениях мы откликаемся. И рядом у вас король Земли или король Пентакли, это великий консерватор, но это люди надежные, которые создали себя сами и которые очень отчетливо видят, что же происходит вокруг. Да, есть определенный материализм, который проходит по этой карте, но именно король Земли в этой колоде – это добрый человек, который готов делиться, который готов поддерживать. Может быть, у вас и есть ваш партнер, к примеру, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент, или просто человек где-то вот в этих энергиях, который действительно кто-то вам в вашей личной жизни, или пусть это родственники, которые вам готовы поддержать и прийти на помощь. Что же еще? Что ждет личной жизни? То есть поддержка у вас есть. Ну, посмотрите, как здорово. Весь мир у ваших ног. Нет у вас, мои дорогие, ничего невозможного. Это карта итога, это карта, ну, как бы завершающая или наших окончательных решений. И эта карта, безусловно, еще и праздника. Поэтому что-то доброе, хорошее у вас определенно будет, мои дорогие. Примите во внимание, что, ну, как-то вот эти энергии, их надо, значит, тоже использовать. И это 21-й, последний старший аркан. Возможно, какой-то период как раз неопределенности подходит к концу. И очень символично, что у вас выпадает сначала карта звезда. Сияйте буквально как звезда, нам говорят. И дальше идет вот эта девятка жезлов, когда мы с вами говорили о том, что ну, себе как и не навредить, так и не упустить какую-то возможность. В принципе, и предыдущие карты нам тоже об этом сказали, потому что на кону
что-то очень значимо большое. У кого-то это могут быть вопросы, связанные с переездом, или с какими-то поездками, или реорганизацией и организацией себя самого на новый ритм работы, или на какой-то новый график, или, может быть, на какую-либо удаленную работу, или когда вы собираетесь переехать, значит, вы будете тоже просчитывать, узнавать дополнительную какую-то информацию, на себя примерять, если я именно окажусь в той местности, или если я получу эту работу, как я буду работать. Но в любом случае какой-то итог прекрасный нам карты обещают. Давайте достанем карту. Что деньги? Финансовая энергия на неделе. Хотя нам сказали, что деньги есть. Но здесь больше инвестиций в себя, нежели траты. Правда, посмотрите. Удивительная карта именно в этой колоде. Туз земли или туз пентаклей. У нас мальчик изображен. Такой счастливый, открыто улыбающийся. И под мышкой держит книгу. Это готовность учиться. Мы с вами уже об этом говорили. Это могут быть как и новые науки. Это может быть просто курсы. Или вас какое-то дело вот так вот вдохновило, заинтересовало. Я об этом сказала. Или может быть как с какой-то новостью предложение. Может быть это ваш собственный инсайт, который вот как побудительный мотив, услышанная новость. И вы продолжите эту мысль, и она вас точно каким-то интересным идеям может привести. Все идет по пути вашей, по сути дела, миссии. У каждого из нас миссия. И вот у вас период осенний, и еще где-то заходом на ноябрь может решаться что-то очень важное, чему вы отдадите предпочтение. И что удивительно, здесь снова нам где-то говорят о том, что это, как и возможности, приходят к вам, так и ресурсы у вас определенные есть, так и вот процветание вы вполне какого-то можете достичь, но для этого все-таки это только самое начало, поэтому изображен мальчик. Еще какие-то действия, как и изучение чего-то, так и прикладывать силы приходится, как по восьмерке земли, работай, у тебя все получится, так и здесь, но будущее, оно того стоит. Ну, если мы говорим конкретно про финансы, здесь больше карта, она нас вдохновляет на то, чтобы мы, может быть, сделали инвестиции сами в себя. Пошли хотя бы, к примеру, изучать язык, дополнительный какой-то, или сдали на права, вот может быть и так. Вот любое изучение, оно как, мы говорим, фраза есть такая, сам Бог велел. Вот тут правда, с учетом всех карт, каким-то образом вам это пригодится. Но это прекрасное, замечательное будущее вы можете построить. Поэтому слушайте свою интуицию. Может быть, если есть у вас такой доверенный человек, кому вы доверяете, с учетом вот этого короля земли как раз, который вам выпал. Прислушайтесь и к советам, может быть, решать будете вы сами, безусловно. Но что бы вам посоветовали те люди, которые к вам искренне относятся, кто вас хорошо знает? Проанализируйте то, что думаете вы и как вас видит родной, близкий человек. Может быть, и в этом где-то будет подсказка. Ну, или какая-то поддержка будет, между прочим. Так, давайте достанем карту совет. Мы это сделаем на другой колоде. Совет. Спроси совет у ангелов. Вот давайте мы спросим, что ж такое интересное. Цыганский пасьянс не рассказал нам о многом. Но есть, помните, тут от вас очень выверенные действия потребуются. Потому что вот эту маску нам не совсем ведь здесь прояснили. Может быть, это где-то пасьянс вам хочет сказать с учетом аркана сила, что вам самим придется одевать эту маску. И это будет сделать совершенно необходимо, пока вы с чем-то не определитесь. Совет. Вот твердое «да» нам говорит ангел. Вот к какому-то вопросу, продвижению, какому-то событию определенно точно быть в вашей жизни. Поэтому примите к сведению вот эту замечательную карту. И если действительно у вас какой-то стоит выбор, прослушайте, что вам подсказывает интуиция, чего просит ваша душа. Определите, с какими перспективами вы можете столкнуться или просчитайте хотя бы какое-то дело на пару шагов вперед и сделайте какой-то вывод. Вот я же так вижу, что вы
скорее всего, на что-то должны согласиться. Или, по крайней мере, от чего-то не отказаться. Поэтому, если выбор стоит сложный, займите нейтральную позицию, не сказав ни нет, ни да. Можно всегда найти 1000 причин. Или я подумаю, или должен, должна подумать. Ну, вот какой-то маневр. Но все же карта призывает с чем-то согласиться. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки. Правда, тут такое нам, ну, где-то карты предвидят будущее прекрасное, интересное, с новыми возможностями, что нужно что-то не упустить. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.